Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами продолжим работать над строчными символами, которые состоят из овалов. Создаем ячейку букву B, делаем двойной клик, открываем рядом букву B и D. Что нам теперь нужно сделать? Открываем букву D, Ctrl-A, Ctrl-C. Здесь Ctrl-Shift-V, чтобы они были между собой взаимосвязаны. Теперь я жму W, чтобы ее отзеркалить. И теперь нам нужно снова отзеркалить только вертикаль, а вот это мы оставляем как есть. И проверяем, если вдруг я тут что-то изменяю, в букве B у меня тоже все копируется. Но мы помним, что в оригинале буквы B у нас вот здесь имеется срез, а здесь его по сути у нас нет. Поэтому я открываю вот эту вертикаль, мы видим, что она у нас связана с буквой L, с буквой H и с буквой D. Непорядок, мы не можем ее взять и вот так вот отредактировать. Все у нас поломается. Я вот даже тут рядом поставлю букву H и букву L. Вот. Что мы делаем? Мы делаем вот что. Мы ее с вами... кстати, рядом поставлю букву N. Вот. У нас есть буква H. Точнее, буква B. Что мы сделаем? Нам нужно вот этот срез повторить. Поэтому я просто беру и вот этот вот, можно даже элемент референс сделать. Я беру его, копирую, Ctrl-C, вот эту вертикаль, и вставляю, кликаю, чтобы ничего не было вот так выбрано, кликаю Ctrl-Shift-V. Теперь я вставил сюда вот эту вертикаль. Она короткая, это нам не подходит. Поэтому я беру первую часть, переворачиваю ее, нажав букву E. Теперь я ее немножко вот так сдвину, чтобы они у нас были в одинаковом положении. И вот теперь вот эту вертикаль мы можем удалить. Она нам больше не нужна. Но теперь получается у нас вот такая укороченная буква B. Это непорядок. Поэтому я на нее просто вешаю сейчас дельта-фильтр. Так как она у нас элемент референс, она у нас связана с вот этой частью. И делаю вот так. Фиксирую все точки. Теперь что мне нужно? Мне нужно, если я нажму, мне нужно поднять, в общем, эту часть. Если я нажму Shift и нажму вверх, он у меня будет уходить вниз. Почему? Потому что если мы посмотрим на свойства этого элемента, мы увидим, что у нас он перевернут. А соответственно все операции, которые мы здесь делаем, они у нас зеркально происходят. Поэтому я здесь выделяю эти точки, жму Shift и кликаю вниз. Кликаю вниз, а он у меня поднимается вверх. Поднимаю их до высоты буквы L, рядом можно поставить букву L. И теперь у нас получается, что вот эти связанные элементы, вот здесь связаны с буквой N, здесь связаны с буквой H. Для чего это нужно вообще здесь? Если вдруг я вот здесь захочу сделать вот такой резкий срез, это позволит мне сделать его сразу и здесь тоже. То есть мне нужно будет это повторять, такие ходы стилистические как-то искать, везде ли они у нас поменялись, особенно когда это минимальное какое-то изменение, но очень важное, мы этого просто можем не увидеть. Поэтому вот так вот мы здесь ее привязали, все окей. Но здесь у нас теперь такая же история. Теперь вот эта часть у нас смотрится гораздо более светлой, чем вот эта часть, потому что здесь все-таки вертикальный срез, а здесь, точнее его среза здесь нету, а здесь срез есть. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы она выглядела как вот здесь. Что нам для этого нужно сделать? Мы берем и именно только лишь вот этот полуовал, только его, при этом он все еще связан с вот этими полуовалами, и вешаю только на него дельта-фильтр. Так, элемент, добавить дельта-фильтр. Ставлю точки, вот эти не трогаю, они у меня будут интерполироваться, и теперь вот эту выделяю и кликаю вправо, но так как он у меня зеркальный, у меня двигается точка влево, кликаю на 5 юнитов, проверяю. И теперь масса вот этого и вот этого уже более-менее похожа. Можно еще немножко. Ну, тут уже по вкусу вы подбираете. И теперь что у нас получается? Теперь у нас все связано со всем. И если вдруг я вот здесь захочу сделать вот такой вот агрессивный какой-то срез, вот я кликаю, и у меня теперь вот здесь он тоже повторяется. Причем повторяется и в версии, которая с дельта-фильтром. Возвращаю обратно. Где-то вот так это, наверное, было. Вот. И, в принципе, все у нас готово. Теперь можно перейти к следующим буквам. С буквой P у нас все достаточно просто, потому что мы просто можем скопировать вот эту букву D. Я напишу здесь букву P. Ее в нашем шрифте нету, поэтому я делаю двойной клик, она создается. Теперь я перехожу сюда, выбираю все вот эти
элементы, Ctrl-A, теперь копирую Ctrl-C, перехожу сюда, жму Ctrl-Shift-V, чтобы ее вставить со связью элемент референса с вот этими. Теперь жму E, переворачиваю, жму W, зеркалю, с выбранным элемент тулом Ctrl-A, чтобы выделить все вот эти элементы, и с зажатым Ctrl опускаю вниз до высоты строчных. Но теперь у нас есть проблема. Вот эта буква у нас имеет слишком низкую часть. Я в своих шрифтах всегда делаю ее на высоте 200, а здесь у меня 230. То есть это на 30 выше, а это нужно сделать поменьше. Поэтому, чтобы ее не отвязывать и не редактировать, я просто на нее же вешаю дельта-фильтр. И вот эти нижние точки поднимаю на 30 юнитов. Но теперь у меня эти поднялись, поэтому, чтобы ее поставить на место, делаю вот здесь вот точка. В общем, теперь буква P у нас готова. По поводу буквы Q немножко посложнее. Я ставлю сюда букву Q, делаю двойной клик, создаю ее. Теперь я делаю копию, но не из буквы D, потому что у нас не будет компенсирован вот этот срез. Я выделяю все, копирую, Ctrl-Shift-V, E, чтобы перевернуть, W, чтобы отзеркалить, Ctrl вниз 2 раза и еще 2 раза с шифтом, чтобы опустить ее до высоты. Теперь у нас здесь все хорошо, вот это все компенсировано. Вот эта компенсация работает одинаково в двух этих буквах, то есть конкретно этот дельта-фильтр скопирован у меня как элемент референс, поэтому если я вот так вот возьму, он у меня будет редактироваться только в букве B. Здесь нам это делать не нужно, поэтому сохраняю. Теперь нужно решить проблему вот этого. Я не могу вот здесь взять и вот так вот приподнять ее, потому что мы помним, что дельта-фильтр у нас наследуется как элемент референса, когда мы его копируем. Поэтому если вот это вот буду уменьшать, у меня будет уменьшаться и в букве B тоже. Это не порядок. Отвязать его мы вот здесь можем, но тогда, и мы можем вот здесь вот так вот приподнять. Но если вдруг теперь мы захотим вот так вот уменьшить, вы видите, что здесь и здесь ничего не поменялось, потому что мы полностью его отвязали. Поэтому нам просто его нужно скопировать с нуля. Я его также копирую с буквы N, Ctrl-Shift-V, W, чтобы отзеркалить, ставлю его на место, поставил. Теперь вот этот элемент с зажатым элемент тулом через букву V я его активировал, я могу его удалить. А вот на этот я вешаю дельта-фильтр. Ставлю точки во всех местах, Ctrl вниз 2 раза, потому что он у меня отзеркален только по горизонтали, но не по вертикали. И в принципе все, теперь буква Q у меня готова. И если вдруг мне нужно будет что-то вот здесь изменить, мы видим, что у нас срез тоже вот так вот компенсируется во всех буквах, которые связаны с ним. Возвращаем обратно. В общем, вот так нехитро мы с вами сделали основные овальные буквы. В журнальной рубленой буква А имеет двухчастную форму, но мы сейчас для простоты сделаем ее одночастной, а вот эту форму мы добавим в альтернативы. Поэтому пока мы сделаем просто что? Пишем сюда букву А, ее у нас нету, кликаем 2 раза сюда, и теперь мы просто возьмем букву D. Потому что буква А это укороченная версия буквы буквы D. Ctrl-Shift-V, чтобы сохранить связь между этими буквами. И я вот эту часть вешаю на нее дельта-фильтр. Опускаю на 200 и раз, два, три. И в принципе все, буква А у меня тоже готова. Теперь нам нужно сделать метрики. Метрики у нас здесь очень простые. Начнем с буквы B. Буква B имеет слева как у L форму, а справа как у буквы O. Поэтому я пишу здесь букву L, здесь букву O. Копирую на все мастера. Буква D, O, L, буква P. Здесь мы можем ссылаться на короткую букву N и на букву O. Здесь вставляем все как есть. Здесь мы пишем букву O. Здесь мы пишем букву, в принципе, можно также букву L сделать, потому что она у нас отвечает за все метрики прямоугольных букв. Кликаем сюда, и, в принципе, вот все, у меня полностью все готово. Осталось только повторить это все в остальных слоях.
Ну и в принципе сложного, как видите, ничего нету. Главное не запутаться в последовательности копирования элемент референсов, чтобы вы копировали как можно чаще оригинальный контур, а не все ее модификации с дельта-фильтром, потому что иначе у вас все так поломается, все перепутается и так далее. Вот. В принципе, похожую технику мы разбирали в первом курсе, но тогда мы делали это все через галерею. Здесь мы галереей не пользуемся, я в принципе уже давно и не пользуюсь, потому что все гораздо проще скопировать напрямую, вставить через Ctrl-Shift-V. Вот. Ну а в следующем уроке мы с вами разберем двухчастную форму буквы А, как указано у нас вот в оригинальной журнале рубле. Только мы нарисуем ее немножко по-другому, но идея будет примерно такая же. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.